История Жана Море и Жана Кокто — это, наверное, одна из самых интересных историй, которые мне удалось узнать за последнее время. И мне даже не пришлось рыть кучу архивов, потому что, в принципе, они ничего и не скрывали. Но при всем при этом у них все равно была своя тайна, такая, знаете, мистическая, игривая и очень любовная. А еще я искренне уверена, что Жан Море очень похож на Феликса. Причем не внешне, а именно по своему такому вайбу. И когда буду рассказывать, вы поймете, что это значит вообще. У него такая же аура аристократичности, хотя он никогда не был аристократом, в отличие от Феликса. Но у Жана Море была такая феликсовская игривость, которую, в принципе, ее ни с чем не попутаешь. Так вот, Жан Море был вовсе не потомком аристократов и далеко не сыном знаменитых артистов, его путь вообще был совсем другой. В 1975 году вышла автобиография артиста, и в ней он, собственно, рассказал историю почти всей своей жизни. И, безусловно, особая глава в этом романе посвящена любви всей его жизни писателю и режиссеру Жану Кокто. Так что вот, друзья, вам сейчас предстоит увлекательное путешествие в мир воспоминаний Жана Море. Еще я считаю, что эта история заслуживает полноценной экранизации, потому что это супердрама, и так же, как и история Феликса и Дмитрия. Но понятно, что у нас Феликса и Дмитрия никто экранизировать никогда не будет. Ну, разве что в контексте того, что мы обычно видим про Распутиных, там вот это все очень интересно, но хватит. Так что я все-таки искренне надеюсь, что хотя бы с Жаном Море и Жаном Кокто мы когда-нибудь увидим киноверсию их великолепных отношений. Ну а пока давайте просто узнаем историю двух выдающихся талантов и всего того, и всех тех, что за этим стояло. Это дико интересно. Погнали! Жан-Альфред Виллен Море – это настоящий секс-символ своего времени. Один из известнейших французских актеров, который снимался в таких картинах, как «Парижские тайны», «Орфей», «Граф Монте-Кристо», «Железная маска», «Красавица и чудовище» и «Фантомас». В 70-е годы прошлого века в него играли все советские мальчишки, но большинство не знает, каким он был на самом деле. Жан рос очень красивым подростком, это замечали все вокруг, а еще он был жуткой кокеткой, и он понимал, что, в принципе, его внешность — это его карт-бланш в большой мире, если правильно себя подать. А подавать пришлось самому, поскольку отношения с матерью у него были достаточно сложные, так как его мать, в общем, в Париже он жил с бабушкой и с тетей, пока мама периодически уезжала в тюрьму. Жан не сразу понял род деятельности своей мамы, то есть это все прошло, естественно, постепенно, но он понимал, что вот эти вот все дорогие вещи, они не были аристократами, не были богатыми. Постоянные какие-то ночные поездки и толпы незнакомых мужчин в доме — это, видимо, часть ее работы. Но тут есть очень важный момент, потому что даже когда он уже начал понимать, чем она занимается, да, он не начал ее осуждать и вообще слова в упрек ей никогда не говорил. Он считал свою маму буквально подругой Бога, то есть она для него была всем. В школе он всем говорил, что его мама актриса, и если кто-нибудь попробовал бы с ним на этот счет поспорить, то пощады не жди. Он восхищался маминой красотой, смелостью и вот этой вот игривостью и хитростью. И хитрость он, вероятно, унаследовал именно от нее. Кстати, из школы его постоянно выгоняли, он сменил несколько школ. За плохое поведение, за кражи, за то, что дразнил учителей, сверстников и так далее. Но его можно понять, потому что ему было сложно найти понимание со своими сверстниками, так как его жизнь объективно отличалась от их жизни, и пока, извините, они там еще играли в песке, в 13 лет у Жана уже появился первый любовник, который был любовником его матери. Но от этого он не стал любить маму меньше. Время от времени приходил другой человек, не настоящий дядя по имени Жак де Буанси. Высокий, темноволосый, элегантный. Когда его спрашивали, чем он занимается, он отвечал, как моя мать, делами. Был здесь еще один нюанс. Во время его посещений я не имел права заходить в голубую комнату. Прежде чем сесть за стол, Жаку нужно было взять какие-то бумаги, которые он оставил у себя в номере. Я пошел с ним. В номере он поцеловал меня в лоб и усадил на кровать. Он не стал искать ничего в комнате и стоял спокойный, молчаливый, без тени смущения, слегка улыбаясь. Усадив меня, он не выпускал моей руки. Я смотрел на него в недоумении. В моих глазах застыл немой вопрос. Он поцеловал меня в волосы. Я решил, что ему нужно сказать мне что-то важное. Речь могла идти только о матери. Он все еще стоял, прижавшись лицом к моим волосам, и держал мою руку в своей. Это было бесконечно невыносимо. Он осторожно согнул свою руку, и мои пальцы коснулись его. Его рука продолжала направлять мою, заставляя ласкать его. Теперь он смотрел на меня и видел в моих глазах отсутствие всякого страха. Я был только удивлен и заинтересован.
На несколько мгновений он выпустил мою руку, затем снова взял ее. Ему уже почти не нужно было направлять ее, как вдруг она стала мокрой. Он, как обычно, поцеловал меня в щеку, дружески похлопал по плечу, вышел в ванную и вернулся с полотенцем, чтобы вытереть. Но Жак де Баланси, как вы можете догадаться, был далеко не единственным, кто проявлял подобный интерес к Жану Море, когда он еще был совсем юный. Он учился в пансионе, и там произошла достаточно интересная ситуация между ним и одним из его тогдашних преподавателей. Я наспех завязал шнурок и собирался уходить. Он легонько взял меня за ухо и сказал, улыбаясь, «Пойдем». Он держал меня за ухо осторожно, но крепко, так что любая попытка вырваться была напрасной. Он подвел меня к кабине душа и отдернул занавеску. Там стоял второй наставник, совершенно голый. Рассеянный свет не мог скрыть его неказистой внешности. Первый посмотрел на меня и рассмеялся, второй был счастлив, видя мое удивление, которое он принял за восхищение. Я стал пунцовым. Тот, что держал меня за ухо, взял с меня слово молчать и отпустил. Я никому не рассказал о случившемся. Сложно сказать, повлияло ли это на психику Жана или нет, но я думаю, что скорее нет, чем да, потому что он все это воспринимал больше как part of game, то есть часть игры, в которую любили играть не только все вокруг, но и он сам. А играть он любил с самого детства, и начать он мечтал именно с женской партии. Как любой подрастающий талант, он любил примерять мамины и тетины платья. Тетя рассердилась только тогда, когда я добрался до сундуков, в которых лежали ее платья. Фантастические платья ее молодости. Там было свадебное платье моей матери. Я надевал их одно за другим, изображая героинь прочитанных мною романов. Наконец-то мне все-таки пришлось положить на место тетины платье. Мама разрешила мне оставить свадебный наряд. Мне хотелось продемонстрировать наряды вне дома, и я стал просить разрешения ходить в них за покупками. «Не можешь же ты идти в таком виде», — говорила тетя. «Пусть идет, если это его развлекает», — возражала бабушка. И я без всякого смущения отправлялся к булочнику, мяснику, которым обычно ходил за покупками. Как я был счастлив, когда убеждался, что они меня не узнали. Я даже хотел пойти в таком виде к кинорежиссерам, убежденный, что меня пригласят сниматься в кино. После заключения контракта я бы им сказал: «Так вот, я мужчина», а они бы ответили: «Вы великий актер». Однако мать Жана не особо-то верила в актерский талант сына и сказала: давай-ка ты поступай в колледж. Актеры мало зарабатывают, ты не станешь великим актером, это все ерунда, это все чушь. Ну и Жану пришлось поступить. Но он сделал все для того, чтобы его оттуда выгнали. Сейчас будет мой самый любимый момент из биографии юного Жана Море. Это чисто Феликс вайб. Вы сейчас поймете, почему. Это просто их супер объединяет в таком своем, я не знаю, вы поймете. В общем, в 15 лет Жан Море надел мамино платье и пошел на прогулку с другом. И они встретили своего преподавателя в колледже. И друг представил... Она была такая. Друг представил Жанну Море преподавателю как свою сестру. Преподаватель не почуял подвоха, что, в принципе, очевидно. Жан Море был достаточно такой женственный, такой милый, красивый, поэтому я представляю, как это могло выглядеть. Вот, и он решил начать за ним ухаживать. А потом это все вскрылось, и был очень интересный диалог. «Море, мне сказали, что вы вчера ходили, переодевшись женщиной. Да, господин надзиратель, ну и что?» «Это возмутительно. В четверг я могу заниматься чем хочу. Это вас не касается. Вас выгонят». «Ну что ж, в таком случае меня выгонят не без причины». Чудовище ликовало. Был июнь. Стояла сильная жара. Такая, что гудронное покрытие двора плавилось. Я набрал побольше гудрона, скатал шар, незаметно пронес его в колледж и заткнул все замочные скважины в классах. Мать Жана не сразу узнала, что сына отчислили, а узнала он только тогда, когда она попыталась оплатить его обучение, которое ему уже не предоставляется, по сути. Так что будущий актер периодически спал на вокзалах, в подворотнях и подрабатывал. Подрабатывал, чтобы накопить на свои первые актерские курсы. И он накопил. Мне было 18 лет. Я был уверен, что театр меня ждет. Поскольку некому было подавать мне реплики,
я выбрал длинный монолог. Во время прослушивания, охваченный необузданным вдохновением, я потерял всякий контроль над собой. Я наслаждался болью, я плакал, как бывало в детстве у печки, и решил, что великолепен. «Ты был великолепен», — сказал я себе, закончив сцену. Я освободился от гипноза посреди всеобщего молчания. Он не знает, что сказать. Так потрясла его моя игра, подумал я. Голос господина Дариваля моментально отрезвил меня. «Молодой человек, вам нужно лечиться. Вы законченный истерик». Жан Море все-таки попадает на актерские курсы к Шарлю Дюлену. Он сначала там работал просто статистом, а потом начал ходить на актерские пробы, которые зачастую оказывались вообще не тем, чем хотелось бы. Море сделал заметки в записной книжке с именами всех режиссеров, к которым можно попробоваться сходить. И, в общем-то, пошел к своей цели. Первым из режиссеров, к кому пришел Жан Море, был Марсель Лербье. И уже с порога Марсель заинтересовался. А почему вы пришли именно ко мне? На что Жан ответил: «Я восхищаюсь вашими фильмами». Но он не смотрел ни одного из них. Собственно, это я на собеседовании в институт. Но так как Жан Море был объективно очень красивым, они с Лербье как-то там договорились, и Марсель предложил ему: «А давай ты сыграешь в портрете Дориана Грея в главной роли». Но не за просто так. Мы поднимаемся по лестнице и оказываемся в отдельном кабинете. Накрытый стол ясно показывает, что нас ждали. В глубине комнаты распахнута дверь. Видна разобранная кровать. Я немею. Нам подают еду. МЛ пытается вести беседу, я отвечаю только «да» и «нет». Не смею взглянуть на него. Смотрю прямо перед собой, то есть на отворенную дверь и кровать. МЛ, в свою очередь, становится очень холоден. Он требует счет, и мы вновь оказываемся на улице. Вот деньги на такси. «Нет, спасибо, я люблю автобусы», — говорю я весело. «Что это на вас нашло?» «Ничего, пустяки. Спасибо за обед. До свидания». После этого обеда, всякий раз, как МЛ собирался снимать новый фильм, он приглашал меня в контору и обещал главную роль. Проходили недели, иногда месяцы. Меня приглашали статистом или на эпизодические роли. Я соглашался. Когда я встречал МЛ на съемочной площадке, он подходил ко мне и говорил: «Как жаль, что вы не захотели играть главную роль». Вот этот вот неприятный образ расправленной кровати жутко впился в подсознание молодого Море, если вы понимаете, о чем я. И он, наверное, перестал вообще верить в то, что можно получить какую-то роль без этого. Если ты изначально не богат, не из известной семьи, а все вокруг тебе твердят: ты такой талантливый, но недостаточно. Но, видимо, в какой-то момент судьба все-таки встала на сторону Жана и послала ему того, кто дал все, не прося ничего взамен. Жан-Марис Эжен Климан Кокто был одной из крупнейших фигур французской культуры XX века. Его биография в корне отличалась от детства Море. Он родился в местечке Мезон-Лафит под Парижем в семье людей обеспеченных, разносторонних и творческих. Кокто сочинял поэзию, прозу, пьесы и критику, поставил несколько фильмов, нарисовал тысячи скетчей и картин, оформлял балеты Дягилева, сотрудничал с такими композиторами, как Стравинский, Сати, Мио, Пуленк, был знаком и с Марселем Прусто, Пабло Пикассо и Эдит Пиаф. Жан Кокто на момент встречи с Жаном Море уже был достаточно известной и престижной личностью. Его пьесы пользовались баснословным успехом, и попасть на их постановку в качестве актера было задачей не из легких, даже уже для состоявшихся артистов. Что уж там говорить про никому неизвестного Жана Море. В 1937 году Жан Кокто ставил пьесу «Царь Эдип» и искал актеров на главные и второстепенные роли. Когда Жан Море узнал, что такой известный драматург, к великому удивлению, ищет начинающих актеров, он немедленно решил попытать удачу и здесь. И в этот раз она ему улыбнулась. Кокто здесь. Он не так молод, как я воображал. Удивительно худой, очень элегантный. Его элегантность исходит от него самого, а не от его костюма, который сам по себе не слишком изыскан. Рукава его пиджака подвернуты над тонкими запястьями, несомненно для удобства. Странное треугольное удлиненное лицо. На голове беспорядочная шевелюра. Морщинки вокруг живых умных глаз
с очень маленьким зрачком в центре сине-зеленой радужной оболочки, окаймленной голубым. Он говорит с нами просто, как равный с равными, но говорит один, поскольку никто из нас не осмеливается ввязаться в этот мнимый диалог, превращающийся в монолог. Обольститель Море и зоркий на талантов Кокто сразу же понравились друг другу, и последний быстро одобрил участие Море в своей новой пьесе. Но перед этим Кокто пригласил Жано в гостиничный номер, обещая прочитать пьесу вслух. Получив подобное предложение, Море одолевали сомнения. Несмотря на то, что он восхищался Кокто как личностью, он вовсе не хотел оказаться рядом с расстеленной кроватью и в этот раз. Он действительно хотел почувствовать себя достойным, как и другие, получить роль благодаря таланту, а не симпатии. Однако, на удивление Море, в этот раз его опасения не подтвердились. Жан действительно просто читал актеру пьесу, искренне интересуясь его мнением, не предлагая и не требуя ничего взамен. В тот момент Море показалось, что Кокто единственный, кто сумел посмотреть на него иначе, чем другие, непредвзято и с подлинным интересом. В конце встречи Кокто, однако, предупредил Море о следующем. Если вы будете играть в моей пьесе, вас будут считать моим другом. Я буду этим очень горд. И, как вы можете догадаться, на этом все не закончилось. Постановка пьесы прошла успешно. Кокто предложил Жану Море еще одну роль уже в «Рыцарях круглого стола». И вроде бы все хорошо, они так подружились, но вдруг внезапно Кокто исчезает. После окончания представления Кокто исчез. В течение 2 месяцев от него не было никаких вестей, так же, как и от моей будущей директрисы Палет Паке. Я беспокоился за судьбу своей роли. Сидел у телефона, вдруг звонок Жана Кокто. Приходите немедленно. Произошла катастрофа. Я бросился в отель Кастилия. По дороге меня одолевали тревожные мысли. Наверное, Жан-Пьер Амон освободился и будет играть в пьесе. У меня заберут роль. В отчаянии я готов был зарыдать. Отель Кастилия. Стучусь в дверь, вхожу. Он, кажется, так же удручен, как и я. Я закрываю дверь и неподвижно стою. Жду самого худшего. Кокто кладет трубку. Он в купальном халате. Его руки безжизненно опускаются вдоль тела. Он повторяет. Произошла катастрофа! Он похож на ребенка, опасающегося наказания. Катастрофа! Я люблю вас. Этот человек, которым я так восхищаюсь, дал мне то, чего я желал больше всего на свете. И ничего не просил взамен. Я не люблю его, как может он любить меня. Меня. Жан, вы видите, как я живу? Спасите меня. Только вы можете меня спасти. Я тоже люблю вас, говорю я ему. Я лгал. Да, я лгал. Объяснить эту ложь трудно. Я испытывал к Жану как то чувство восхищения, огромного уважения, что, конечно, не соответствовало его чувству. Слишком счастливый от того, что снова вижу его. Я ни о чем его не спрашивал. Позднее в отеле Кастилия он объяснил, что уехал потому, что испугался того размаха, какой приняла наша дружба. Его отъезд был чем-то вроде бегства. Он просил у меня за это прощения. По окончании спектакля мы 3 дня не выходили из комнаты в отеле. Обед нам приносили прямо в номер. Именно Жан Кокто подарил миру Жана Море. Первый шумный и настоящий успех Жану Море принесла пьеса «Трудные родители», которую драматург написал специально для него, списав главного героя именно с самого Жана, а главную героиню с его матери Розали. Кокто писал для Жано пьесы, выполняя самые экстравагантные его пожелания. Он снимал его в своих фильмах «Вечное возвращение», «Двуглавый орел», «Орфей». Они сняли 1 квартиру на 2. Кокто на полном серьезе предлагал Море: «Хочешь, и я женюсь на твоей матери и официально усыновлю тебя». Однажды Жан очень серьезно заявил мне, что хочет жениться на Розали, а потом усыновить меня. Таким образом, я стану его настоящим сыном.
Жан Море и Жан Кокто много переписывались. Они любили подкладывать друг другу любовные письма и стихи через дверь и убегать, как милые дети. Жан Море сообщил, что его письма Кокто он где-то потерял, они не сохранились, но мы с вами понимаем, что, скорее всего, он просто не захотел показывать их миру, на что он, в принципе, имеет полное право. Зато письма Жана Кокто к Жану Море сохранились в целости и сохранности, и мы с вами можем их почитать. Мой возлюбленный Жанно, я теперь люблю тебя столь сильно, больше всего на свете, что приказал сам себе любить тебя только по-отцовски. И я хочу, чтобы ты знал, это не от того, что я люблю тебя меньше, но наоборот, больше. Я вдруг испугался, смертельно, что слишком многого хочу, что не оставляю тебе свободы, завладеваю тобой всецело, делаю своей собственностью, как в пьесе. Потом я испугался, что, случись тебе влюбиться в кого-нибудь, я начну мучительно переживать, а ты не захочешь причинять мне боль. Моя любовь близка к религиозному, почти божественному поклонению. Я отдаю тебе все, что у меня есть, но я опасаюсь, что ты, наверное, думаешь, будто между нами существует некая недосказанность, некая неловкость. И поэтому я тебе пишу, вместо того, чтобы сказать тебе все это лично, положа руку на сердце. Мой Жанно, повторяю снова и снова, ты для меня все. Самая мысль о том, что я могу в чем-то тебя стеснить, могу как-то препятствовать твоей блистательной юности, мне невыносима. Я смог подарить тебе славу. Это единственный существенный результат пьесы, единственно важный. И это меня согревает. Я думаю, что принесение жертвы вознаграждается. Не ругай меня, мой добрый ангел. По твоим глазам я вижу, что ты понимаешь. Никто не любит тебя больше, чем я. И мне было бы совестно чинить на твоем лучезарном пути какие бы то ни было препятствия. Мой Жанно, люби меня, как я тебя люблю. Утешь меня. Прижми меня к своему сердцу, помоги мне быть святым, быть достойным тебя и себя. Я живу только тобой. Мой Жанно, я самый счастливый человек на свете. Существуют ли счастливые люди? Взять нас. Даже апокалипсис не сможет нас разлучить. Тут кроется великая тайна. Я вдруг ощутил небывалое спокойствие. Это была непоколебимая уверенность в том, что твое и мое сердце движутся навстречу друг другу и сливаются точно волны. Это были волны нашей любви. Они соединялись и пели посреди полного безмолвия. Что слава в сравнении с любовью? Наша слава в том, что мы любим друг друга. Я счастлив любить тебя. Эта оброненная тобой фраза дорогого стоит. За это счастье надо дорого платить. Платя за эти слова, я смиряюсь с происходящей трагедией, с той черной трубой, в которой мы оказались. Мне жаль равнодушных, которые не любят всеми силами души. Отель Риц у меня уже когда-то фигурировал в роликах, может быть, вы помните, кто тоже случайно там встретились. Фелик, кстати, любил людей талантливых и причастных к искусству. Он часто приглашал артистов и деятелей культуры в свою парижскую квартиру. И в числе гостей нередко бывали и Жан Море с Жаном Кокто, то есть они, в принципе, общались. Кстати, вот вам еще один интересный факт. Жан Кокто вроде как был бисексуален, и до встречи с Жаном Море он некоторое время состоял в отношениях с Натальей Полей. А Наталья Полей — это единокровная сестра Дмитрия Павловича. Ну, так, к слову сказать просто. Жан Море и Жан Кокто – это редкий пример верных и преданных отношений от начала и до конца своих дней. Они прожили вместе вплоть до смерти Кокто от инфаркта в 1963 году. На стене квартиры Море так и остался висеть старый рисунок Кокто.
Внизу на полях Море мог без труда прочесть просьбу, написанную возлюбленным. «Прости зло, которое я не сделал тебе». Несмотря на такую разницу в характере, происхождении и социальном статусе, они все равно удержали свою исключительную связь. Мой ангел, я любил тебя так плохо. Мой ангел нежный, ангел дикий, прозрачный, чистый, непорочный и прочно, как кристалл закрытый. В кристалле этом созерцаю всю безысходность прошлых дней, и в мыслях храм я воздвигаю античной статуе твоей. Спасибо за просмотр, друзья. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм, пожалуйста, очень сильно прошу. Подписывайтесь на телеграм-канал, я там сейчас публикую в основном письма, которые я которые я нашла в английской книге, я их перевожу периодически и вам туда публикую. Там я уже публиковала письма Гамильтона с Лоуренсом и недавно публиковала письма Аллена Гинзберга и Петра Орловского. Вот. И еще кое-что пока что вы досмотрели, значит, раз вы досмотрели до сюда, значит, вы точно мой зритель, все, я вас люблю. Значит, я хочу сделать Q&A, это вопросы-ответы. То есть я хочу, знаете, как сделать? У меня же есть ролики, которые вышли достаточно давно, и с тех пор я, в принципе, уже нашла больше материала по ним, особенно про Феликса и Дмитрия, про Сережечку Синина, про кого? Про Левушку Толстого можно что-нибудь вам рассказать. В общем, я подумала, что было бы здорово сделать такой формат, и я вам еще это в сообществе публикую, что я хочу сделать, типа, вопрос-ответы. Вы мне накидаете вопросов по старым роликам, то есть что вам осталось непонятно, может быть какая-то там, ну что-то, что вам непонятно, я понимаю, что я неполноценно раскрыла тему, мне бы хотелось там, допустим, у меня есть еще информация, почему бы и нет, у меня есть в телеграм-канале, но, у меня от общего количества зрителей телеграм-канал читает вот столько, то есть, очевидно, что это все-таки было бы актуально сделать на своем канале, у кого-то, может быть, нет телеграма, я все понимаю, информация интересная, ее много, так что это, в общем-то, может быть, что-то о себе расскажу, но не обязательно, потому что, на самом деле, я не знаю, типа, интересно вообще или нет, потому что я не читаю комменты, понятия не имею, что вы вообще думаете, не знаю. Я могу сказать только о том, что вы мне пишете в Инстаграм, где я с вами общаюсь там. Вот. И раньше в Телеграме что-то. А так, как бы, это все на уровне интуитивного понимания у меня идет, потому что я реально, я правда не читаю комментарии. Иногда я могу заглянуть, но обычно у меня разрешается какой-то приступ паники, потому что, это вообще кошмар. В общем, вот, друзья, еще раз спасибо за просмотр, за досмотр. Подписывайтесь, я вас всех люблю. Всем пока.